Ты слушатель? Нет, страшно. Хорошо. Ты сегодня вместо Семы, да? Добрый день, друзья. Закончилась Черная пятница, и я тоже себе приобрела. Вот в руки могу взять 3 упаковки, а приобрела 5 коробок аминосила. Мне нравится это удобрение. И сегодня я стою рядом со стеллажом. Это экспериментальный стеллаж, где орхидеи поливаются и удобряются только аминосилом. Сейчас про этот стеллаж я вам и расскажу. Немножко истории. Я специально поставила на этот стеллаж. И не только поставил, а и стеллаж мне муж сделал для того, чтобы сюда поставить 70 орхидей. Но сегодня орхидей чуть меньше. Вот там на верхней полке нет орхидеи, и на нижней полке нет одной орхидеи. Потому что эти 2 орхидеи я хочу вам показать пересадку. Они наконец-таки отцвели. А цветение у этих орхидей на этом стеллаже началось в июле. Летнее цветение в нашем жарком регионе – это большая редкость. И если даже они цветут, то 2-3 бутончика доращивают. Выпускают, если новые цветоносы по весне, могут даже перестать их растить к жаркому сезону. Но показывала, как цветут летом орхидеи на этом стеллаже. И сейчас могу сказать, что некоторые орхидеи, вот они еще доцветают. То есть прошло 5 месяцев, а они все еще цветут. Это, конечно, радует. Вот там наверху еще есть, и где-то у меня внизу еще есть орхидеи, которые до сих пор цветут. Одни орхидеи на этом стеллаже поставлены для того, чтобы они цвели, а другие, чтобы росли. Поэтому не у всех орхидей будут цветоносы. У нас, к сожалению, была очень жаркая осень. В конце октября еще было до 25 градусов тепла. И, конечно, даже при том, что я все время без перерыва поливала их аминосилом, жарко, цветоносы выпускают плохо. Но это не значит, что совсем не выпускают орхидеи цветоносы. Было даже такое, вот эта орхидейка, вот она здесь стоит, название постараемся написать. Я только вчера с нее срезала 2 цветоноса, но уже растет следующий. Пробуждают почки, доращивают цветоносы. Посмотрите, эта бабочка, она все время доращивает цветонос. Сейчас будет не видно, но с той стороны листика появился новый цветонос. То есть, когда я удобряю аминосилом, может быть и доращивание бутонов, и появление нового цветоноса. И так очень часто. Я не буду вам показывать каждую орхидею, но отмечу всего несколько. Вот эту орхидею я обещала вам показать пересадку. Она до сих пор цветет. Орхидея Red Neo. И все время доращивает бутоны. Она все время доращивает бутоны. А мне так хотелось разделить орхидею на 2 части, потому что у нее вот такое огромное количество корней со всех сторон. И попробовать посадить верхнюю часть. Но пока цветет, не хочу этого делать. Как долго цвела орхидея Феррара? Вот срезанный цветонос, а вот огромный, такой плотный, толстый цветонос она уже выпустила. Орхидея Монако очень долго держала цветы, и сейчас появился новый цветонос. Цветоносиков много. Вот они, маленькие цветоносы. Вот уже и бутончики скоро распустятся. На нижней полке тоже продолжается цветение и выпуск цветоносов. Вот цветоносы. Там тоже есть цветонос. Да, что далеко ходить? Вон там цветонос. Вот.
Вот они стоят рядышком. Здесь цветонос уже с бутонами, а здесь только еще растет. В общем-то, и цветоносов много, и листики выпускали. И я думаю, что примерно через 2-3 недели, потому что наконец-таки у нас температура опустилась ниже 15 градусов на улице. А что самое интересное, мы в этом году еще не включали, или наоборот, выключили радиатор отопления. В этой комнате не работает батарея. И в комнате, я не могу сказать, что прохладно, не та температура, которая нужна для выпуска цветоносов, не 19 градусов, а 23. Поэтому орхидеям потребуется чуть больше времени для выпуска цветоносов. Но все равно при том, что я их удобряю, они активно выпускают цветоносы. Но когда жарко, вот буквально неделю назад, еще были дни, когда было 17-18 градусов, а на солнце больше 20. То есть тепло. Но цветоносы появляются, растут они, ну, как им и положено, почти 2 месяца. И, наверное, к Новому году мы все-таки увидим более обильное цветение. А сейчас, как всегда, зацветают мини-орхидеи. И на одну орхидею я хочу обратить ваше особое внимание. Это орхидея Имола. Я ее купила, по-моему, даже в этом году весной. Ну, в общем, это не старая орхидея, совсем не старая. Вот так вот, вот ее цветение. И она выпустила цветонос уже. И посмотрите, что с ней происходит. У каждого цветка один лепесток, бантик. Но она не хочет стать бабочкой, она хочет стать бантиком. Не думаю, что это зависит от удобрения, а это зависит от генетики и то, с чем ее скрещивали. Ведь получалось же почему-то, вдруг орхидея 5 лет росла обыкновенным стандартом и вдруг процвела бабочкой. Такое бывает. Вот эта орхидея вот такой сюрприз мне устроила. Видите 3 отмеченных орхидеи? Это 3 орхидеи, которые я экспериментально удобряю гранулированным аминосилом. Могу вам сказать, что результат очень интересный. Я не рассчитываю здесь на цветоносы, а рассчитываю на корни. И у каждой орхидеи появилось по 2-3 новых, здоровых и очень сильных корня. Но не будем пока останавливаться очень долго на этом стеллаже, потому что все-таки подводить итоги этого эксперимента мы будем или в конце декабря перед Новым годом, или, скорее всего, на новогодних каникулах. И тогда мы с вами точно определимся, нравится нам это удобрение или нет. Но пока одни только плюсы. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Дослушал? Нет, скажи, игрушку принес маме. А, извините, я думаю, что такой... Речка. Ричуль. Ну иди забирай свою игрушку. Нет, скажи, нет. Это все не так происходит. Это происходит вот так. Оп.